Просили совершенно Человека-паука. Вот вам совершенно Человек-паук. Прям мы подробненько остановимся. Но, наверное, зайдем издалека. Для начала есть вот такой вот омнибус. В первую очередь. Это не первое издание. Настолько он популярный, что у него несколько обложек. Ну, собственно, два варианта издания. И, наверное, больше вариантов, больше тиражей. И основная идея в том, что это такая фишка, что это один из первых омнибусов, когда Комильфо еще только пробовали, наверное, этот формат. А изначально он выходил в ТПБ. Но мы зайдем чуть-чуть издалека, для того, чтобы у нас была более-менее полная картина. Это не то, чтобы прям какой-то гайд по чтению Человека-паука там в принципе, но сейчас я вам чуть-чуть объясню. Сначала было у нас, если помните, ИДК в таких тоненьких, 2 раза в месяц они выходили, тоненькие журналы про Человека-паука. А после ИДК была, да тоже ИДК, но они немножко поменяли формат и печатали там по 2 номера. И вот в нем, в этих вот синглах, там по 2 номера, они у меня то ли есть, то ли я их уже кому-то продал, был, потому что момент на них был большой спрос. И там, в общем, долго Дэн Слott подводил к совершенному Человеку-пауку. Но издательство ИДК не успело закончить, до своего собственного закрытия, не успело закончить сюжет. И поэтому Комильфо выпустили вот такое ТПБ. Здесь номера, получается, 698 по 700 юбилейный от Дэна Слота. И если вкратце, для кого не будет, я надеюсь, сюрпризом или каким-то большим спойлером, что вот Октавиус захватил тело Питера Паркера и стал Человеком-пауком. Но разум Питера Паркера переселился в тело Октавиуса больное. И вот в этой ТПБ, что здорово, что прикольно еще, Питер Паркер в теле Октавиуса пытается сражаться с Человеком-пауком. Очень здоровский такой момент, очень прикольно, что такие вещи вообще в принципе происходят. Перед тем, как вот перейти к серии самой по себе, чуть-чуть скажу, что я достаточно старый, чтобы застать на форумах вот эти новости, что разум Октавиуса переселится в Человека-паука и Питера Паркера. И мы тогда воспринимали это достаточно так вот надуманно. В основном потому, что не очень было понятно, как это повлияет на сам характер персонажа. Будут ли этим в принципе заниматься и надолго ли это. Но оказалось надолго, на более чем 30 номеров. Персонаж оказался достаточно таким ярким, фактурным и интересным, чтобы действовать как бы и после того, как его основная серия закрылась. Он после Войны миров, Паучьих миров, получил еще раз свою серию. И, кстати, нужно отметить, что Дэн Слott не спланировал заканчивать совершенного Человека-паука. Он планировал, что просто дальше он так и останется и отдаст просто другому автору эту идею. Но издательство настояло, что нужно все вернуть обратно. Само вот это переселение для Человека-паука, на мой взгляд, является достаточно хорошей возможностью дальше развивать характер. Намного лучше, чем вот те деградации, которые с ним происходили в основной как бы вселенной и от других основных авторов. Почему? Сейчас мы, когда начнем говорить о серии, немножко станет понятнее, может быть, почему я так считаю. Но в основном характеру требовалось обновление. Когда они топчутся на одном месте, есть такая сюжетная, не знаю, как правильно сказать, сюжетная арка у любого персонажа. Он вышел из точки А и должен прийти в точку Б, но не таким, как он был в точке А. Вот в комиксах издательства любого, что DC, что Marvel, с персонажем такой круг случается постоянно. Они идут от точки А до точки Б, и потом издательство их деградирует на точку А заново, и они там идут. Просто каждый раз путь разный. И с Октавиусом тут что было интересно? Он мог проделать вот из точки А в точку Б
вот этот путь, но для того, чтобы это, ну, чтобы в точке Б он оказался таким же, как, не таким же, как в точке А таким, как он должен быть в точке А, как его хотел бы видеть издательство и читатель, ему нужно проделать любой путь. Ну, то есть вот это развитие характера необходимое до того уровня, который нужен издательству, который привыкли видеть читатели, который бы хотелось. И это, ну, получилось у Дэна Слота. Хотя сама идея того, что Отто Октавиус переселяется в Питера Паркера из-за того, что у Октавиуса был сюжет, где он хотел жениться на тете Мэй, дает такой достаточно большой, широкий камеры, широкие возможности для разнообразных фанфиков. Что нужно знать? Вот в этой маленькой книжечке идет Отто Октавиус окончательно переселяется в тело Питера Паркера, а Питер Паркер умирает в теле Отто Октавиуса. Это важно, это можно не читать. Совершенный Человек-паук вот здесь как бы с первого номера по 31, да, и плюс 2 ежегодника. Все как бы история цельная. Но если вы хотите еще более цельную, то эту книжечку тоже возьмите. А потом еще и надо будет поискать синглы, потому что там достаточно неплохое такое паучье событие. Это примерно те времена, когда Marvel считали, что нужно каждый год делать какие-нибудь события глобальные. В Мстителях, в Людях Икс, в Человеке-пауке. Сейчас такого вроде бы нет, но тоже есть. Имейте в виду, Человек-паук, последнее желание. Дальше, да, расскажем. Совершенно Человек-паук я купил совсем недавно, а вот ТПБшки я покупал по мере выхода. И когда объявили, что будет томник, я очень не хотел покупать по второму разу, и поэтому этого делать не стал. Вчера специально перечитывал Омник, чтобы в принципе его просто перечитать, потому что прочитать Омник, и понял, что я в принципе хорошо помню сюжеты, которые тут были, что не часто происходит со Слотом. Потому что Дэн Слот, на мой взгляд, немножко пустой автор. Он пишет много экшена, много движухи. Он такой, он прям хороший профессионал. Вот он в формате комикса, он прям делает такие хорошие вещи. Где-нибудь на 4 из 5, на там, 7 из 10, 7, 8 из 10. Но это никогда не десятка, это никогда не то, что тебе взрывает голову, это не что-то мастерское. И никогда это не прям вот плохо, чтобы ты такой, неинтересно. У него, как правило, есть хорошие идеи, там много такого приятного, веселого, яркого экшена. Бывают какие-то прям классные визуальные решения. Это, может быть, еще зависит от художников, само собой. Но в целом это такой крепкий, хороший автор. Выше среднего, но недостаточно, чтобы прям считаться мастером каким-то ярчайшим. Ну и нужно еще для понимания отметить, что комикс про Человека-паука выходит раз в месяц. И художник, и сценарист, ну сценарист в меньшей степени, художник любые рисуют вот эти вот 22 страницы каждый месяц. Это достаточно высокий темп, поэтому они меняются, но все здесь, все по большей части художники выглядят здорово и классно. Совершенный Человек-паук. Первый, получается, сюжет, сам себе враг. И что нужно, опять же, что здесь интересного, что важного. Отто Октавиус только переселился в тело Питера Паркера. Паркер еще есть внутри и продолжает с ним сражаться. Но что самое главное делает Дэн Слот? Он показывает, что Отто Октавиус намерен стать не только совершенным, не столько совершенным даже, сколько эффективным Человеком-пауком. Поэтому он более грубо и более жестоко разбирается со своими врагами. С врагами даже не своими, а Человека-паука. Что вызывает, который живет на парковке у Питера Паркера, удивление, неприязнь. И также Дэн Слот стравливает его с Мэри Джейн. Есть интересные, забавные такие вот картиночки, где
Питер Паркер видит, как вспоминает Октавиус, какие-то самые яркие встречи. И это, кстати, одна из главных фишек вообще всей серии на Совершенном Человеке-пауке, что берут вот эти яркие старые какие-то моменты из старых выпусков и перерисовывают их с Октавиусом. Это здорово. Ну, просто такой фанатский, достаточно яркий прикол. Это не нравится, у них не получается, у Октавиуса и Мэри Джейн нету там между собой какой-то химии, у них не получается сохранить отношения, но Паркер все время где-то сзади и все время где-то злится. И что еще очень здорово и интересно, или это чуть-чуть попозже происходит, ну, во-первых, Дэн Слотт до этого уже много лет писал Человека-паука и ввел множество самых разных злодеев. Вот, например, в 4 номере агрессивный метод. Забыл, как зовут вот этого товарища, но это один, короче, из самых жестоких злодеев, который ничем не гнушается, потому что из-за повреждения мозга он не может испытывать ни жалость, ни эмоций, ничего. И Дэн Слотт отвечает вот на часто задаваемые вопросы, например, к Бэтмену по поводу того, что он, если бы он убил Джокера, он спас бы множество жизней, а его драка была бы как бы закончена, его война, то он отвечает вопрос, то есть стоит убивать или не стоит. И тем самым он противопоставляет еще раз Октавиуса и Паркер. И вот эта разница, это то, что чувствуется. И то, из-за чего приятно читать. Потому что, например, если в 90-х мы достанем, там, Бен Рейли встает на место Питера Паркера, это там тот же самый, грубо говоря, Питер Паркер с условностями. Ну, то есть это можно отдельно еще раз разбирать, вот именно такую смену. Но это тот же самый характер. Здесь характер вообще совершенно другой. И что еще делает Слотт опять же хорошо, он, в общем, он вводит гоблина. Гоблин, который будет все время где-то сзади, где-то на задних рядах, строить козни какие-то. И это будет тот персонаж, который на протяжении всей серии будет составлять такое давление для читателя. Он будет делать вот эту загадку. То есть будет готовить к концу, к развязке, к мощной большой драке, что тоже здорово получается. Вторая часть. Проблема с головой. Здесь есть несколько крутых достаточно боев внутри разума Питера Паркера, когда Паркер сражается с Октавиусом внутри своего разума. И он призывает злодеев, которые выступают против Октавиуса, которые его раздражали. Это призывает его. Но мне тут очень нравится пара кадров, когда, во-первых, когда Паркер срывает с себя как бы лицо свое и становится своей истинной вот этой скрытой личностью Человеком-пауком. Что важно для понимания характера, что Паркер уже меньше себя считает Питером Паркером, больше Человека-паука в нем самом. И потом Октавиус делает то же самое, срывает себя и становится, то есть, Человеком-пауком. Что тоже важно для понимания характера, ну, по тем же самым причинам, что это уже меньше Октавиус и больше Человек-паук. И что еще интересно, или это происходит чуть-чуть попозже, но Паркер понимает, что Октавиус оказывается достаточно хорош, достаточно эффективен и добровольно отдает ему тело, идет ему навстречу. Да, здесь появляется как раз драка с Мстителями, и Октавиус с ними разбирается. И злодей-кардиак — это такой подпольный медицинский врач, который подпольно помогает, подпольно лечит людей. Наверное, это была какая-то критика медицинской вот этой реформы Обамы, но я думаю, что нет, потому что издательство Marvel хорошо относилось к Обаме. Дальше идет «Выхода нет». Здесь
чуть-чуть мы отходим, мы определились с характером Отто Октавиуса в роли Человека-паука, и чуть-чуть отходим от него и больше уделяем время Гоблину, что тоже здорово получается, раскрывает вот эти дополнительные связи с Гоблином. Тут еще и очень интересно получается с МакГарганом. О нем тоже можно было бы поговорить, он достаточно харизматичный. Его история прям как злодея проходит достаточно довольно мощно. Что делает еще Человек-паук? Он в первую очередь побеждает Фиска. То, чего не мог сделать Питер Паркер очень долгое время. Он наполняет город свой жучками, что вроде бы плюс. То есть повышает, самое главное, повышает его эффективность. Он работает на результат, это всегда приятно. И это, почему еще это важно? Потому что Питер Паркер был как супергерой достаточно сомнительный парень. Он был неудачником, у него многое что не получалось, а многие вещи у него получались случайно, из-за чего Джону Джеймсону на него, например, гнал достаточно, во многом за дело. Он не был профессионалом, и это была его тоже фишечка. А Отто Октавиус старается с этим разобраться. Необходимое зло, мы видим, что здесь появляется Человек-паук 2099. Для понимания, Паук 2099 есть, да, у меня фигурка. Давайте я тоже ее достану. Иди-ка сюда, пес. Вот такой вот. Нет, давай поставим. Он всегда был более злобным, более жестоким по сравнению с Питером Паркером, Человеком-пауком. И когда они встречаются с Октавиусом, Паук этот понимает это и чувствует. Из интересного также тут есть кроссовер с Женщиной-кошкой. И что забавно, так как никто, собственно, не мог знать про отношения Паркера и Женщины-кошки, черной кошки, у них не получается с Октавиусом найти общий язык, что приводит, соответственно, к конфликту и к такому мощному становлению для черной кошки, как нового Кингпина, новой такой злодейки. Да, тут в основном все, основное внимание, конечно, уделено. Гоблин появляется на протяжении практически каждого номера, на протяжении всей серии, набирает там армию, и это тоже очень прикольно, нагнетает прям атмосферу. Он захватывает, узнает всякие тайны. И достают еще, здесь появляется поклонница Октавиуса, как злодейка. И Октавиус разбирается с ней в роли Питера Паркера. Нужно напомнить, что Октавиус все-таки был нормальной такой личностью, полноценной, но страдал вот этими комплексами неполноценности, немножко завидовал Паркеру, и когда он находит вот эту фанатку свою, он немножко все равно вспоминает, что он важный, что у него была какая-то важность для других людей. Это коротенький, небольшой прям эпизод, который просто дает вот эту капельку для понимания характера. Но работает все еще это очень здорово работает. Совершенный Веном, как нетрудно догадаться, в основном это сделано для того, чтобы Человек-паук Отто Октавиус заразился Веномом, и мы увидели совершенного Венома. Много экшена, много веселья, но самое главное, здесь Гоблин дерется, и Зеленый Гоблин. А до этого считалось, что Зеленый Гоблин погиб в одной из своих серий. Это еще после Темного вторжения. И тут мы узнаем, что это вроде бы все-таки настоящий оригинальный Зеленый Гоблин. Хотя а может быть и нет. У нас есть еще сомнения, потому что лицо его нам не показывают, показывают шрамы от глайдера. Да, здесь еще ежегодник такой, тоже достаточно интересно нарисованный, с злодеем, которого, называют Blackout, который похищает тетю Мэй, и Октавиусу нужно ее спасти.
Он вспоминает и немножко свои, и немножко Питера Паркера, он понимает, почему она была важна. Читатель вместе с ним как бы вспоминает, почему она была важна. Но то, как он разбирается с блэкаутом, тоже достаточно важная вещь. Завершает уже серию «Нация Гоблина». Это уже прям самые последние, да, с 27 по 31 и второй ежегодник. Дэн Слотт, как я уже говорил, не хотел завершать серию, поэтому такая концовка получается немного оборванной, что ли. Ну, такая. Она полноценная, безусловно, но чувствуется, что к этому могли вести еще дальше. Гоблин выходит на тропу войны и устраивает просто в городе разнос. Это бьет по Октавиусу, по самолюбию Октавиуса в первую очередь, достаточно сильно. И нужно отметить, что для фанатов, ну и много раз стравливали Октавиуса и Осборна, Гоблина, в комиксах, потому что Октавиус, если я могу сейчас ошибаться, это прям один из самых первых, с кем сражался Человек-паук. Один из самых ранних. А Зеленый Гоблин стал одним из самых важных, потому что он убил Гвен Стейси. И долгое время у них было такое сражение за популярность. К тому же они оба ученые, у них много схожего. Но есть большая разница между ними. И то, что делается с Гоблином, то, как Слотт с ним обращается, ну, на самом деле, это достаточно удачные все решения, которые происходят. Это большая эпичная драка, она завершает несколько сюжетных линий, которые начал Дэн Слотт в своей же вот этой серии. Развешивает несколько ружей для себя на будущее, чтобы ими воспользоваться. Тут очень много отсылок, вот, визуальных и всяких таких для фанатов, которые считают фанаты. И самое главное, что Гоблин добровольно уступает Паркеру, потому что он как бы убеждается, что его подход был правильным. А из-за самонадеянности и во многом, и, ну, из-за многих ошибок, из-за того, что Октавиус был, Октавиус отходит, как бы решает самоустраниться, потому что понимает свою неправоту. Здорово, характер как бы развился, но чуть-чуть беда, вот чувствуется, почему деградация, потому что Паркер, он не берет то, что верно было сделано. Он всю эту дорогу, он видит как какие-то правильные решения у Октавиуса, но в дальнейшем он их не перенимает и не начинает ими пользоваться активно. Ну, Гоблин, естественно, еще один раз побежден, но мы видим, что это не совсем тот Гоблин, которого мы привыкли видеть, он выглядит не так, и непонятно, то есть, что будет с ним дальше. Много злодеев, много гоблинов, много завершений сюжетных историй. И на этом как бы завершается как книжка, как вот ТПБшки, так и большой омнибус. Ну ладно, ляг полежи. Чтобы вы понимали, не знаю, по толщине могли сравнить. Да, они получаются сильно потолще, если собирать в ТПБ. Ну, мне просто больше нравятся такие большие плотные книжечки. Серия получилась, как я уже говорил, достаточно интересной, достаточно необычной. И несмотря на то, что это, можно сказать, как вселенная внутри вселенной, и к ней бы еще там доставить пару книжечек, мы сейчас чуть-чуть об этом поговорим, доставить пару книжечек, которые привели к этому. Вот этой одной книжкой вы закрываете достаточно большое, важное событие у Человека-паука. О нем не то чтобы быстро забыли, но вот сейчас, спустя года, о нем уже не так часто вспоминают. Совершенно Человек-паук вырос в одного большого персонажа, самостоятельного, но его тоже деграднули до старых вот этих рабочих моментов, что опять же достаточно сильный минус. Но когда вы берете эту книжку, вы прям получаете цельную крутую историю
с мощными драками, с хорошим визуалом, с эпичными какими-то решениями, с находками. Есть чисто с визуальной точки, как там срывание вот этих масок, драки внутри, визуальные отсылки на обложки старые, там классические, так и просто крутые сюжетные решения, повороты. И что самое важное, все, что Дэн Слот развешивал, ну, да даже Веном, да, все, что Дэн Слот развешивал по мере движения всей серии, все в конце сочетается, складывается и работает. У меня осталось еще 2 книжечки, которых я тоже хочу чуть-чуть рассказать. Но в принципе, Совершенно Человека-пауком мы закончили. Тут можете уже ставить лайк, писать комментарий, как вам понравилось, как все было интересно, подписываться на канал. Можете всегда в любой момент. Что было дальше? Удивительный Человек-паук, том 1. Не знаю, как сказать правильно, из интересного, важного, это отдельная, можно сказать, серия началась. И 2 и 3, они тоже есть ТПБшки, 2 и 3, но 2 и 3 ТПБшка, они входят в Паучьи миры, большую книжку, которую мы, наверное, поговорим когда-нибудь отдельно. А потом выходит 4 книжка. И начинается удивительный Человек-паук, мировой уровень. У меня их нет, потому что мне не очень нравится этот сюжет. У меня есть сразу 9. Что важно еще там знать, понимать, чем еще, то есть, важен Человек-паук Последнее желание. Здесь 700 номер, юбилейный. Здесь 800, да. То есть между вот этой 100 номеров прошло. Здесь у нас есть 31 номер, здесь 6, и там еще этот. И получается, что у вас будет, грубо говоря, Человек-паук совершенный. Потом вот эта ТПБшка, потом Паучьи миры, еще одна ТПБшка, и пойдет мировой уровень. Мировой уровень. Мировой уровень, почему он важен, в принципе? Он во многом завершает те истории, те вещи, которые для Человека-паука сделал Дэн Слот. Ну и, собственно, Дэн Слот в 801 номере окончательно уходит Человека-паука, которого он писал там уже на протяжении десятилетия, если я не ошибаюсь, ну или около того. Не буду там заостряться, потому что это прям можно выходить на отдельный ролик. Человек-паук, у него осталось там множество вещей, которые за него сделал Отто Октавиус, которых, по мнению Октавиуса, ему не хватало. По мнению социума, с точки зрения именно социальных вещей, которые Паркер игнорировал. У него появилась там компания, и все это как бы разрушается окончательно здесь. Но самое важное, еще получается в предыдущей книжке, Гоблин, непосредственно Норман Осборн, соединяется с Карнажем. 2 самых страшных, самых диких злодея сражаются, должны выступить против Человека-паука. Человек-паук соединяется с Веномом, Веном и Карнаж уходят, они сражаются друг с другом, понятно, кто побеждает. И когда вот ты читаешь вот эти вещи, здесь прям такая, вот на Совершенно Человеке-пауке Слот прям в своей какой-то лучшей пиковой какой-то форме, а вот на мировом уровне уже совсем нет. Опять же, да, там мировой уровень, потом у вас будет несколько ТПБ и начнется Удивительный Человек-паук Заговор клонов. А потом вы вот будете добивать вот таким вот ТПБшками. Разные форматы, я не очень люблю такое на полках. И стараюсь как бы стараюсь отойти от ТПБ. В принципе, этот брал, потому что делал материал письменный про Карнажа. И, да, давайте еще расскажу, раз вспоминал Карнажа. Совершенно Человек-паук очень хорошо появляется в большой книжке про Карнажа. Там есть история, то ли в ежегодниках она, то ли это короткий, про совершенного Карнажа. Там у него прям яркое появление, его прям стоит на него обратить внимание. Я о нем рассказывал в ролике про Карнажа, поэтому сейчас не буду подробно останавливаться. И здесь Питер Паркер опять деградирует.
Он закрывает вот тут всю, что было сделано данным слотом, собственно, руками самого слота. И это, на мой взгляд, само по себе написано достаточно пусто. Ты прям можешь просто вот листать, и там не будет ничего, за что тебе там стоит зацепиться. Каких-то персонажей убирают, какие-то персонажи появляются, но в основном это просто завершение такое, вот, опять приход к нулевой, к отправной точке для Питера Паркера. О чем мы потом увидим, почитаем, когда будут это издавать. Там уже чипсдарские вот эти вот все вещи. На этом я буду ролик заканчивать, потому что, собственно, все. Про мировой уровень можно делать и говорить отдельно, так же, как и про... Да, если кто-то спрашивал меня, получается, там будет в мировом уровне появляется «Удивительный Человек-паук. Заговор клонов» книжка, а из «Заговора клонов» вы переезжаете наверх на Бена Рейли, Алого Паука. Ну а дальше уже никуда не переезжаете, никуда не едем. Вот, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите, про что еще хотели бы сделать ролик. Меня просили про совершенного Человека-паука, вот, рассказал. Тем более на Авито товарищ уже заказал какой-то, хочет прям купить. Здорово, поэтому буду заворачивать и отправлять. На этом все, до свидания.